4 3 1 Космический привет всем любителям необычной анимации, с вами я, Тимур, и вы смотрите шоу «Артология» на канале «Случайные идеи». Иногда, выбирая, какой бы фильм или аниме посмотреть, мы хотим увидеть не что-то драматичное, заставляющее задуматься, а скорее что-то веселое, которое можно пересматривать снова и снова. Именно к такому типу относится аниме, о котором я расскажу вам в этом видео. И как вы уже успели догадаться, речь пойдет о... Данди. Спейс Данди, да. «Космический Дэнди» — это комедийный сериал 2014 года, являющийся плодом совместной работы анимационной студии Bones и Ватанабе Шиничиро, или, как его называют у нас, Ватанабе Синитиро. Премьера этого аниме состоялась на японском канале Tokyo MX 5 января 2014 года. Кстати, это первая работа данного режиссера в жанре комедии. Что, вы не знаете, кто такой Ватанабе Шиничиро? Тогда давайте по порядку. «Ковбой Бибоп», «Самурай Чамплу» и совсем недавний «Аполлон. Дети на холме» — все эти работы вышли из-под режиссерского пера этого потрясающего человека. И все надолго остались в сердцах зрителей. И я надеюсь, что и это его творение вам тоже понравится. Сюжет. Сюжет строится вокруг компании из 3 героев, состоящей из робота QT и ледушки, пришельца Мяу и, собственно, самого космического Дэнди. Они путешествуют по вселенной в поисках приключений и новых пришельцев, говорится во вступлении к каждой серии. А это значит, что они являются так называемыми охотниками на пришельцев, цель которых заключается в поиске и регистрации еще не изученных наукой инопланетян. Несложно догадаться, что это аллюзия на охотников за головами, так любимых в данном жанре. Да и вообще, «Космический Дэнди» просто переполнен отсылками на множество произведений в стиле космических приключений и не только. Команду главных героев преследует корабль Империи Гогол, который выглядит как голова статуи свободы с кляпом во рту. Экипаж этого корабля состоит из капитана доктора Геля, который выглядит как антропоморфная обезьяна, и его помощника по имени Би с головой в форме баклажана. Любопытный факт: у данной картины есть немало общих черт с диснеевским анимационным сериалом «С приветом по планетам». Во-первых, главные герои в обоих сериалах – космические искатели приключений. Во-вторых, злодеи в них летают на корабле в виде головы. Но тут стоит оговориться, так как «С приветом по планетам» корабль доктора Злыдня выглядит как череп, а не голова. Однако в одной из серий «Космического Дэнди» корабль доктора Геля раскрывается для массированной атаки. И под маской статуи свободы мы видим, что бы вы подумали? Да, именно череп. В-третьих, боссом антагонистов сериала «Космический Дэнди» является Адмирал Перри, который подозрительно похож на Лорда Злыдня, а превращение одного персонажа в двух или наоборот является нередко используемым приемом при написании сценариев. И, наконец, главные герои чудесным образом постоянно ускользают из лап преследователей. И частенько это происходит неосознанно. Однако при всех сходствах говорить о том, что один из сериалов нагло украл идею у другого, можно вряд ли. Ведь премьера обоих состоялась с разницей всего в пару месяцев. Однако влияние на них одних и тех же предшественников вполне даже возможно. Если вы знаете каких-то конкретных прародителей этих сериалов, то обязательно напишите об этом в комментариях. Что же касается того, что главных героев кто-то преследует, это уже давно клишированный прием данного жанра. И тут можно привести целую гору примеров. В сериале «Светлячок» героев преследует Альянс, в сериале «На краю вселенной» — Миротворцы, а в «Звездных войнах» команду Тысячелетнего Сокола преследует Империя. Кстати говоря, команда корабля из «Звездных войн» во многом очень похожа на экипаж Алохи Оя. Дэнди чем-то похож на Хана Соло, Мяу на Чубаку, а QT на R2-D2. О сходстве двух последних даже упоминается в самом аниме. Кроме всего прочего, в «Космическом Дэнди» есть отсылка на историю советской космонавтики, что для нас особенно приятно. Также аниме содержит множество шуток, связанных с теоретической физикой, что очень весело и необычно. Рисовка. Визуальное исполнение в этой картине очень красочное и приятное глазу. Каждая серия немного отличается рисовкой от всех остальных. И это только пара причин, почему это аниме можно и нужно пересматривать. Отметим и то, как нарисован сам Дэнди. Он носит прическу помпадур,
окружен псевдо-гавайским стилем, что безусловно указывает на то, что он явно является последователем культуры байкеров басадзоку и представителем субкультуры янки или японских гопников. Это подтверждают не только его внешний вид, но и манеры. Он частенько сидит на картах, смотрит на других в прямом смысле сверху вниз. Об этом свидетельствует и манера его речи, а также многое-многое другое. Кроме того, во второй серии первого сезона Дэнди беседует с пришельцем, который был басадзоку в молодости, и в его речи чувствуется уважение к нему и к этой культуре. Даже место пилота корабля Алоха Оя выглядит как байк басадзоку. Если говорить в общем, образ благородных басадзоку и янки в аниме довольно популярен. Стоит хотя бы вспомнить того же великого учителя Нидзуку. Кстати, словосочетание «благородный янки» звучит довольно забавно, если задуматься, ведь оно значит примерно то же, что и «благородный гопник». Вы только вдумайтесь, благородный гопник. Не знаю, как вам, а мне было бы очень интересно посмотреть на отечественную картину с таким вот главным героем. Тем же, кто скажет, что Колян, например, из «Реальных пацанов» это и есть такой герой, я отвечу: нет, это совсем не то. И это подтверждает многие факты. К примеру, подобные персонажи в аниме ведут себя нагло и дерзко, но при этом всячески проявляя признаки своего благородства, чем вызывает у зрителя уважение и желание им подражать. А ТНТшные же герои, если их вообще можно так назвать, вызывают только смех и порой жалость, но никак не уважение. Звук. Музыкальное сопровождение в сериале представлено в виде очень разных стилей музыки. Тут и диско, и инди-рок, и, конечно же, уйма так любимого мной электрофанка. Если просто сказать, что саунд в этом аниме удался, значит не сказать ничего, ведь он просто великолепен. Каждая серия является особенной, и не только в визуальном плане, о чем мы говорили ранее, но и в музыкальном тоже, так как звук подстраивается под каждый новый сюжетный поворот. А теперь подведем итоги. Космический Дэнди — это чудесное аниме, которое определенно стоит вашего внимания. И несмотря на то, что оно не обладает глубоким смыслом или уникальной рисовкой, его стоит смотреть хотя бы просто потому, что это режиссерская работа самого Ватанабе Шиничиро. Надеюсь, вам понравилось это видео. Не забывайте подписываться на наш канал, кидайте это видео своим друзьям и обязательно оставляйте лайки и комментарии. Это была Артология, смотрите только качественное аниме. Всем пока!